Глава 621. Отель Роял Палас. Гранд-отель «Чудо города Роял Палас» также известен как «Чудо Роял Палас». Этот отель был основан в королевстве Альянс. На строительство этого королевского дворца ушло 2 поколения и целая сотня лет. Но из-за вторжения Орлиного подземного королевства вся страна была разрушена. Хотя проводились успешные реформы, страна оставалась бедной из-за ограбления Орлиным подземным королевством, так как деньги уходили на восстановление. После того, как Мэнин узнала об этом, она поняла, что ей слишком жалко покидать этот бесплодный королевский дворец. Она обсудила это с Вивиан и остальными, и они достали из карманов миллион исходных камней, чтобы выкупить дворец. Они послали выдающихся ремесленников из Лесного Альянса, чтобы быстро восстановить его. Теперь дворец превратили в чудо-космический отель. Это был первый отель на континенте в космосе. Потребовалось время, чтобы починить чудо-королевский дворец, но они начали работать с той частью, которая сохранилась. Сегодня у них был первый рабочий день. Люди из разных стран были приглашены. Хоть никакого принуждения и не было, свет из транспортной башни не прекращался. Короли и аристократы различных стран, вожди племен и городские лорды леса, вожди и старейшины племен Западного моря, а также различные торговцы и эксперты и демонические городские лорды подземного мира все пришли. Инвестиции в чудо-королевский дворец были невелики. Там была одна транспортная башня, один умный мозг, управлявший ею, и около половины обслуживающего персонала были роботами. Эта сцена демонстрировала технологию и культуру чудо-города. Чутянь, старшая сестра. Мэн и Вивиан лично пришли поприветствовать их. Чутянь огляделся. Здесь очень оживленно. Ха. Конечно, все занято. Наньгун Юнь сказала высоким энергичным голосом: «Кто осмелится не отдать нам дань чести?» Не говоря уже о том, что это первый космический отель на континенте. Это самое высокое место в настоящее время. Кто не хочет побывать здесь? Я вижу, что большинство людей из империй. Эти люди глупы со своими деньгами, мы можем безжалостно разделать их. Там была немалая доля людей из империй. Среди членов Альянса Чутянь нашел старых друзей, которых давно не видел. Например, великий летний король Дун Фанган, божественный ветер Маркиз и золотая стрела Маркиз. Там также был Чэнь Биньюй, Фэн Цайди, Юн Яо, Юн Ся, Дун Фанхаран, Гоу Цинцу, Юн Тиньхэ и другие старые члены, а также члены, которые присоединились позже, как Тень Ату, Мэй Цзи, Индух и другие люди. Кроме этих внутренних членов, были и новые лица. Чутянь не видел их ранее, но поскольку они были здесь, это означало, что они были членами чудо-компании со статусом, который не был низким. Приветствую вас, председатель. Заместитель председателя. Куда бы ни отправились эти высокопоставленные члены чудо-города, они будут хорошо известны. Но им было ясно, что независимо от того, какие позиции они занимали, когда они видели легендарную личность, такую как Чутянь, они все должны были быть уважительными. Не надо этих почтений, все могут занять свои места. Гранд-отель был построен с большим королевским дворцом в качестве базы, так что пространство на самом деле было довольно большим. Он включал в себя несколько охотничьих угодий, садов, искусственных озер, искусственных гор и далее. Здесь было более сотни различных дворцов, более 50 больших банкетных залов, 500 малых и средних банкетных залов и более 800 комнат. Отель с названием «Чудо города», как это может быть простым отелем, стены и колонны банкетных залов были сделаны из зеркал, передающих изображение, и они были заполнены самой качественной звуковой системой. Будь то встреча, конференция, объявление или банкет, залы могли имитировать любую сцену. Служба в залах была очень продуманной, каждый банкетный зал был снабжен духовным оборудованием. Это духовное снаряжение было даже сильнее духовных шлемов и имело еще больше возможностей для развлечений. Ни один предмет здесь не был низкого качества, даже посуда была сделана из самых качественных материалов. Волшебное вино расы цветочных фей, бессмертный чай эльфов, мясо высшего сорта духов зверей и демонических зверей, различные блюда из драгоценных материалов и далее. Это место было самым роскошным потребительским районом. Независимо от того, был ли это статус или вкус, это было самое подходящее место из всех стран на континенте. Поэтому предвидеть это было нетрудно. В будущем все правители и эксперты будут приезжать в Чудо-Королевский дворец, чтобы проводить самые качественные банкеты. Мэн, Ин и другие уже приготовились к этой возможности. На континенте было бесчисленное множество стран, и было много семей, которым было 1000 лет. Если эти силы устраивали банкет только раз в год, то все равно это была значительная сумма. Транспортная система продолжала светиться. Появилась фигура, исполненная несравненной элегантностью. Люди вокруг быстро поклонились, приветствуя императрицу ветряной луны. Чутянь был немного удивлен.
хотя из империи прибыло довольно много людей, но то, что даже императрица была тронута открытием, было совершенно невероятно. Он подошел и сложил ладони рупором. Для занятой императрицы Ветряной Луны прийти сюда в поддержку — большая честь для Чутеня. Императрица Ветряной Луны очаровательно рассмеялась. Чудо-Королевский дворец — это уникальный космический отель и самый роскошный магазин на континенте. Транспортная башня в моей столице была только что построена, так что, хотя до нее было миллионы миль, она все еще была довольно близко. Как могла императрица пропустить участие в таком интересном событии? Чутянь протянул руку. Я прошу императрицу сесть. После императрицы Ветряной Луны пришли все остальные правители. Вспышка света от транспортной решетки, и температура во всем зале немного упала. Когда Чутянь увидел, что произошло, выражение его лица стало немного странным. Король преисподней, Чутянь обратился удивленным голосом. «Ваше Величество, король преисподней тоже здесь, чтобы повеселиться». Эти слова были немного грубыми, но они были преувеличены. Король преисподней явно был нежитью, он ничего не мог ни есть, ни пить. Если такая нежить, как король преисподней, приходит в отель, разве это не похоже на то, как евнух идет в бордель? Король преисподней выпустил холодный воздух и сказал Чутяню: «Я присоединюсь к веселью, но в основном я здесь, чтобы увидеть тебя». Чутянь был удивлен тем, что он сказал. «Что? Посмотреть на меня». Царь преисподней сказал: «Море преисподней избрало 50 ученых более 8000 лет. Возможно, они и не пользуются большой славой, но их знания не уступают мудрецам континента. Разве секта Юнь Чудо-города не собирает таланты? Я думаю, что эти 50 немертвых мудрецов окажут большую помощь исследованиям Чудо-города». Ученый 8000-летней давности, даже если глупец учился 1000 лет, он также мог стать высшим мудрецом, этих людей редко можно было увидеть даже в преисподней. Для короля преисподней послать их всех в Чудо-город сразу — это был большой шаг. Но поскольку царь преисподней осмелился послать их, у Чутеня не было причины их отвергать. Поскольку король преисподней так сильно поддерживает работу Чудо-города, естественно, Чутянь преисполнен благодарности. Уверен, эти немертвыми мудрецы в Чудо-городе определенно будут демонстрировать большую ценность. Король преисподней был очень доволен этим ответом. Банкет официально начался. Глава 622. Производительность. Гости уже заняли свои места. Все друзья и гости, добро пожаловать на торжественное открытие Королевского дворца чудес. Раздался очень магнетический и красивый голос, когда в центре банкетного зала появилась золотоволосая красавица. «Я церемонимейстер церемонии открытия, Цзинь-Ло». Все разразились аплодисментами. Принцесса-русалка Цзинь-Ло была очень известна в Альянсе. Цзинь-Ло не только имела родословную королевского клана Темно-Синей империи, но и была наследницей города Западного моря и Темно-Синего берега. Сегодня мы получили спонсорскую помощь от Торговой палаты жизни и культуры, чтобы принести вам живое выступление оркестров эльфов. Это редкая возможность, которую мы все должны ценить вместе. Свет вокруг них потускнел, центральная часть медленно поднялась с земли, образуя сцену. Окружающая среда также изменилась, образовав шокирующую лесную сцену. Это заставляло людей чувствовать, что они сидят не в гостинице, а в прекрасном, священном лесу. Сцена была из вечного леса. Это позволяло людям, не побывавшим в вечном лесу, ощутить всю его красоту и почувствовать, как велик эльфийский лес. Весь зал уже был наполнен ароматом всевозможных деликатесов и изысканных вин. Роскошный банкет начался. Они увидели изящных и красивых лесных эльфов, медленно выходящих на сцену. Различные программы уже были отрепетированы, и теперь эльфы готовы продемонстрировать свой талант с помощью инструментов. Веселый и элегантный звук заполнил пространство. Этот пейзаж и образ заставляли гостей со всего континента погружаться в звуки эльфов. С лучшими деликатесами и вином на континенте это был праздник с несколькими персонами уровня правителя, неважно, в какую эпоху это было. Такого рода удовольствие им было трудно найти. Это было не просто наслаждение материей и умом, это было наслаждение статусом. Для высших людей континента, собравшихся вместе, это было удовлетворение, которое нельзя было сравнить с материальным. Чутянь подвел сестер Мэн к длинному пиршественному столу, за которым сидели правители. Они были в лучшем положении, чтобы наслаждаться представлением на сцене. Великолепие эльфов было несравненным. Это заставляло людей чувствовать себя ослепленными, наблюдая за ним. Музыка и искусство, которые исполняли эльфы, наполняли каждого человека радостью, а также вызывали волны теплых аплодисментов. Все были заражены таким благородным образом жизни. Если бы не транспортные башни чудо-компании, они никогда не смогли бы наслаждаться таким зрелищем.
Чутянь проглотил глоток волшебного вина цветочной феи, и я помню, что торговая палата жизни и культуры управляется эльфийскими старейшинами племени Древа Жизни, они сейчас довольно хороший пример. Конечно. Самый популярный альбом в Альянсе сделан этой компанией, и они также владеют половиной фильмов в кинотеатре и различными вещательными станциями. Мэнлин была несколько осторожна, сидя рядом с великими правителями, поэтому она сказала Чутяню тихим голосом: «На самом деле мы с Вивиан инвестировали в эту компанию, и теперь она является крупнейшим лидером на рынке развлечений. Когда мы откроем другие рынки континента, он может быть значительно увеличен». Чутянь рассмеялся: «Вы обе крупные акционеры, неудивительно, что все так гладко сложилось». Коммерческий бум лесного альянса не прекращался, даже сейчас он становился все сильнее и сильнее. Часть доходов Чудо-города была специально выделена на инвестирование. Вивиан также использовала свой статус эльфийской принцессы, собирая все важные дела для эльфов вместе. Например, компания матричного кодирования Вечного Леса и компания Племени Древа Жизни. Все эти компании с большим потенциалом имели инвестиции от высокопоставленных членов Чудо-компании. После того, как эльфийское представление закончилось, все чувствовали себя немного неудовлетворенными. Но это не имело значения, так как выступление русалочьего народа только начиналось. Окружающий пейзаж Вечного Леса начал меняться, в мгновение ока превращаясь в прекрасную хрустальную бухту. Это был лес хаоса и самое прекрасное место Западного моря. Группа прекрасных русалок, казалось, выплыла из моря, когда они появились на сцене. Русалочий народ и эльфы были все артистичными расами, искусными в резьбе, живописи и пении. Специальностью людей было пение, поэтому, когда появлялась их песня, она захватывала сердце всех. Чутянь закрыл глаза, чтобы внимательно послушать песню «Кто главный певец?». Это была совсем юная русалка. Ее песни были очень заразительны, позволяя людям погрузиться в сон, как в страну чудес. Она — талант, добытый в городе Западного моря, знаменитая звезда, русалка Югэ. Мэнлин была очень довольна тем, что компания, в которую она инвестировала, откопала такую звезду, цена Югэ сейчас очень высока. Концерта стоит 40-50 тысяч исходных камней в качестве гонорара за выступление. Гонорар за выступление 40-50 тысяч – это было то, что некоторые небольшие компании не могли сделать за всю свою жизнь. Чутянь был немного удивлен, прежде чем сказать с улыбкой: «У тебя сегодня было довольно много крови. Юга и компания поддерживают нас бесплатно». Мэнлин закатила глаза на Чутяня. «Текущий гонорар Юга составляет 40-50 тысяч, но я думаю, что это не составит труда, чтобы достичь по крайней мере вдвое больше к концу сегодняшнего дня». Песня закончилась. «Хорошо, хорошо». Императрица ветряной луны захлопала в ладоши: «Мне нравится пение этой русалки. После того, как этот банкет закончится, я должна пригласить ее во дворец, чтобы выступить». Небесный пылающий император рассмеялся звонким смехом: «Мне очень нравится выступление эльфов. Скоро будет 9000-летняя годовщина Небесной пылающей империи, и я готов пригласить их выступить». «Городской лорд Чутянь, что ты думаешь?» Чутянь кивнул: «Это честь для наших исполнителей». Эта маленькая девочка Ин была права. Здесь было довольно много главных персон. Все эти правители были такими. Хотя Чудо-город постепенно приближался к тому же уровню доходов, что и империи, только сколько лет назад был основан Чудо-город. Империи создавались тысячи лет, они зарабатывали по 100-200 миллионов в год. Такого рода фонд не был тем, чем Чудо-города мог похвастаться. Эти богатые люди, которые относились к деньгам как к грязи, как могли быть скупы на них, и если Югэ была приглашена этими правителями, то цена должна была быть увеличена по меньшей мере в несколько раз. Иначе как они могли бы продемонстрировать способности и силу своих империй? Как только эти люди будут приглашены великими правителями, их цены вырастут после возвращения. Мало того, что продажи их альбомов и цены на их произведения искусства увеличатся, другие страны и семьи будут тратить большие суммы, чтобы пригласить их выступить. Иметь лицо было очень важно. Особенно в такой ситуации. В этом и заключалась главная цель данного спектакля. На сегодня спектакль окончен, все остались довольны. Церемонимейстер Цзинь Ло подошла с микрофоном, теперь второе важное объявление, которого все так долго ждали. Духовные шлемы Чудо-города были подготовлены и появятся сегодня в различных странах. Чудо-коммерция будет публично продавать шлемы всему континенту. О Чудо-шлеме было официально объявлено, все были полны радости. Глава 623. Старт продаж. Это была очень волнующая новость. С тех пор, как шлем появился на Чудо-саммите, весь мир хотел, чтобы он скорее вышел на рынок. Тем не менее, хотя региональные заводы уже начали производство,
потребуется некоторое время, прежде чем они смогут наладить производство. Сначала они дадут всем попробовать. Тысячи гостей были главными персонами различных стран. Они не только обладали деньгами и властью, но и имели довольно большое влияние. Если бы они сделали тест чудо-шлема, его было бы легче продавать на континенте в будущем. Служебные роботы Чудо Королевского дворца начали двигаться, доставляя всем желающим памятные шлемы Чудо-города. Чудо-город очень польщен тем, что все пришли поддержать Чудо Королевский дворец. Хотя существует ограниченное количество духовных шлемов, мы все еще можем взять часть для каждого, чтобы вы могли забрать их домой в качестве сувениров. То, что все сейчас держат в руках, это официальный духовный шлем Чудо-города. Наш чудо-шлем объединяет в себе множество различных функций. Вы можете не только войти в прекрасный и иллюзорный континент чудес, вы также можете делать покупки, финансировать и общаться, но это также еще не все. Цзинь Ло представила перспективы и функции шлема. Как всем известно, исследовательский центр Чудо-города и секта Юнь в настоящее время является самой инновационной организацией континента. Большая часть доходов Чудо-компании направляется в исследовательскую сферу, распределяемую между сектами Юнь в каждом регионе. В настоящее время у нас насчитывается 180 тысяч исследователей, и трудно представить, сколько еще их будет в будущем. Будь то масштаб или инвестиции, сложно найти себе пару на континенте. Все закивали, услышав это, забыв о других аспектах. Их нужно было убедить своими исследованиями. Чудо-компания уже инвестировала более 100 миллионов исходных камней в исследования, и это будет увеличиваться на 50% с каждым месяцем, не говоря уже о зарплате тысяч исследователей. Это было не то, что могла бы поддержать нормальная энергетика, не говоря уже о стоимости материалов, необходимых для исследований. Какая разница между этим мощным и гигантским исследовательским центром и монстром, пожирающим деньги? Инвестирование в исследования имело свой естественный риск, потому что переход от успеха в исследованиях к созданию реального продукта занял бы длительный период времени. Если бы они допустили хоть одну ошибку во время этого процесса, весь процесс был бы потрачен впустую. У Чудо-компании было много услуг, и их заработок был большим, но чистая прибыль не была высокой. Главная причина, по которой они не могли вкладывать слишком много в военное дело, заключалась в том, что они слишком много тратили на исследования. Но существование секты Юнь имело большое значение и было необходимо для торговли чудом. Секта Юнь под руководством верховного главнокомандующего Мэн Цинву была организована самым эффективным образом. С более чем сотней отделов и тысячами больших и малых проектов, все это было объединено вместе Мэн Цинву. Успех был каждый день, и каждый из них мог создать в 100 раз большую ценность в будущем. Инвестиции для секты Юнь были очень большими прямо сейчас. Доход, который они получат в будущем, будет еще больше. Духовные продукты теперь являются одним из самых важных продуктов Чудо-компании. По приказу нашего вице-председателя и вице-городского лорда Мэн Цинву была создана духовная сеть. Продолжала Цзинь Ло, как лицо, ответственное за духовный департамент, наш департамент нанял более 5000 экспертов в области духовной сферы, которые приедут в центр Чудо-города, чтобы помочь нам укрепить и поддержать нашу текущую технологию. В будущем будет разработано еще больше функций. Все присутствующие начали хлопать в ладоши. Духовная область была очень большой областью. Духовная сеть была лишь одним важным пунктом в нем, но даже она имела такие большие инвестиции. Было видно, как много надежд и ожиданий возлагает Чудо-коммерция на чудо-шлем. Со всеми этими инженерами духовной энергии, работающими вместе, будет все больше и больше функций для духовного шлема, некоторые люди не могли удержаться от вопросов. Когда будет продан шлем? Вот именно. Какова же цена? Цзинь Ло ответила всем. Основные районы континента имеют свой собственный центр производства шлемов, поэтому разные районы имеют разные скорости. Время и количество для продажи шлемов будет зависеть от ситуации в местном регионе. Но в качестве разминки чуда компания сначала выпустит 4-5 сотен тысяч шлемов после этой конференции. Они будут продаваться в соответствующих торговых центрах чуда. Если все хотят попробовать, вы можете использовать шлемы в своих руках или использовать свои мобильные телефоны, чтобы найти в чудо-торговых центрах и купить этот продукт. Все счастливые лица сменились унылыми. Только 400-500 тысяч шлемов, на континенте живут миллиарды людей, а этого слишком мало. Если бы они продавались через чудо-торговые центры, цены стали бы очень страшными. В этом мире никогда не будет недостатка в богатых людях. Хотя они могли купить шлемы в своих районах всего за несколько дней, чтобы испытать это несколькими днями раньше, они не колеблясь выбросили бы свои деньги на ветер. Все присутствующие начали тестировать шлем, и некоторые быстро нашли проблему. Почему мы не можем получить доступ к континенту чудес? Когда это место будет открыто? Это третья вещь, которую Чудо-компания хотела объявить.
Цзиньло уже догадалась, что люди зададут этот вопрос. Через 15 дней наш уважаемый спикер Альянса, городской лорд Чудо-города, председатель Чудо-коммерции сэр Чутянь женится на одной из основательниц Чудо-коммерции и министре производства и ресурсов мисс Мэн Ин. Они вдвоем проведут свою свадьбу в прекрасном кристальном заливе Западного моря. В этот день откроется Чудо-континент. Давайте вместе поздравим городского лорда Чутяня. Он откроется всего через 15 дней, у всех были радостные лица. Что же касается свадьбы Чутяня и Мэн Ин на западном морском побережье, то на это все обратили внимание. Конечно, они не обратили внимания на саму свадьбу, а скорее на возможность, которую она принесла. Они могли бы воспользоваться этим шансом, чтобы польстить Чутяню. Влияние Чудо-города на континенте становилось все больше, так что не было ничего плохого в том, чтобы приблизиться к торговле чудес. После того, как Цзиньло закончила все свои объявления, гости продолжили есть и пить. Этот роскошный банкет продолжался несколько часов, пока не подошел к концу. Императрица Ветряной Луны и другие крупные персоны пробудут в волшебном королевском дворце еще несколько дней, чего и желала Чудо-коммерция. Цена здесь была шокирующе высока, и эти люди, остановившиеся здесь, принесут большое количество исходных камней. Мэн Ин передала дневной доход Чутяню, сегодня среднее потребление составляло 80 тысяч исходных камней, и в нем участвовало более 6 тысяч человек. Общий оборот составил более 50 миллионов исходных камней, а выручка после вычитания затрат – более 30 миллионов. 30 миллионов за один день. Мэн Цинву была потрясена, когда услышала эту цифру. В среднем 80 тысяч исходных камней на человека. Это потребление было безумно высоким. Что такое 80 тысяч исходных камней? Для некоторых небольших и средних семей небольших королевств, даже если бы они продали все свои владения, этого было бы недостаточно, чтобы прокормить одного человека в чудесном королевском дворце. Это также означало, что у этих парней была большая тяга потреблять. Чудо-город действительно заработал довольно много от этого отеля, а это было только начало. Вивиан телепортировалась. Старший брат Чутянь, быстро подойди. Торговый центр Чудо готов продать чудо-шлемы. Это первый раз, когда продаются чудо-шлемы, мы не можем упустить такую хорошую возможность. Хорошо. Ин, пойдем, посмотрим. Чутянь потянул Ин в умный мозговой центр в форте городского лорда. Суперумный мозг для чудо-торгового центра был помещен здесь. Мэн Цинву, Цзиньло и другие важные члены уже собрались здесь. Чутянь спросил, как мы продадим шлемы? Мы не можем выставлять шлемы на аукцион один за другим, верно? Конечно, нет, мы делаем собранные заявки. 400 тысяч шлемов поступят на полки одновременно и останутся там примерно на 3 дня. Базовая цена шлемов указана в исходных камнях, и покупатели со всего континента могут сделать свои ставки. Если их ставка будет в верхних 400 тысячах, их исходные камни будут заблокированы. Как только они будут вытеснены из рейтинга, их исходные камни будут разблокированы, и они могут выбрать, сдаваться или продолжать торговаться. Значит, все было так. В любом районе в период открытых аукционов Чудо-города любой мобильный телефон или другое устройство, которое может получить доступ к торговому центру Чудо, может стать местом проведения аукциона. Жители континента будут предлагать свои ставки через торговый центр Чудо, и когда аукцион закончится, лучшие 400 тысяч человек смогут купить шлем. Этот метод был эффективным и открытым. Каждый человек мог купить только один шлем каждый раз. Это ограничивало тех перекупщиков со злыми намерениями, которые покупали шлемы и продавали их по высокой цене. Не слишком ли мало 3 дней? Нангун Юн была немного обеспокоена, что, если недостаточно людей сделают ставки. Невозможно, тысячи важных людей в чудесном королевском дворце не упустят этого шанса. Они, естественно, будут привлекать свои силы и семьи. Далее мы будем рекламировать это по всем каналам, которые у нас есть, и это распространит новости меньше, чем за день. За ним уже очень пристально следят. А чего еще им ждать? Они сразу же начнут это делать. Мэн Цинву спросила, все ли готово. Специальный сверхумный мозг Чудо-города ответил, докладываю лорду вице-города, что все подготовлено. Мэн Цинву кивнула. Тогда начинай. Глава 624. Аукционная продажа. Чудо-торговый центр уже был крупнейшим сетевым магазином на континенте, а также был эпохой, определяющей метод онлайн-покупок. Это сделало Чудо-торговый центр горячо любимым и желанным, поскольку он распространился по всему континенту. Во всех местах, которые мог охватить сигнал связи, люди совершали покупки через торговый центр Чудо со своих мобильных телефонов или устройств связи. Все они были подключены к платформе торгового центра Чудо и собирали информацию о новейших продуктах Чудо-компании. Конечно,
информация по мобильным телефонам была ограничена. Если кто-то хотел большего, шел в настоящий чудо-торговый центр. Чудо-торговый центр был уже в более чем 2000 городов. Обычно там продавались предметы общего пользования. У них также была открытая платформа торгового центра «Чудо», позволяющая людям покупать все виды вещей со всего континента, не выходя из дома. Если им что-то было нужно, «Чудо-коммерция» организовывала доставку этого товара в их город посредством пространственного транспорта. Но хотя торговый центр «Чудо» уже охватил более 5 миллиардов человек, привычки этих новых людей расходовать деньги развивались медленно, так что уровень проникновения среди этих 5 миллиардов людей составлял всего 2%. Но даже при таком раскладе объем их торговли каждый месяц превышал 2 миллиарда и рос с каждым месяцем. Чтобы иметь больше продуктов и обогатить платформу, «Чудо-компания», естественно, продолжала давать преимущество продавцам. Даже с учетом всех расходов, которые были вычтены из этого, торговый центр «Чудо» заработал несколько сотен миллионов прибыли. В настоящее время торговый центр «Чудо» был самым большим каналом дохода чудо-города, а также самым потенциальным. Мэн Цинву взяла половину прибыли от торгового центра «Чудо» и использовал ее для развития торгового центра «Чудо». Эти деньги были использованы для увеличения числа сотрудников, количества умных мозгов и улучшения всех видов используемых технологий. Торговый центр «Чудо» был похож на снежный ком, который становился все больше и больше. Расширение торгового центра «Чудо» не только увеличило бизнес-потенциал чудо-компании, но и позволило чудо-компании расширить себя в деловом мире. Исходные камни были стандартной валютой континента. Но ценность исходных камней была слишком высока и не подходила для ежедневного использования. У каждой страны была своя валюта, и торговый центр «Чудо» стал стандартной торговой площадкой, работающей в обмене деньгами между странами. В будущем жители разных стран смогут открыть счет в своей национальной валюте, и даже если они будут тратить деньги в другой стране, они смогут избежать обмена на твердую валюту, такую как исходные камни. Чудо-торговля с торговым центром и банком могли бы создать новую валюту в будущем. Они могли бы использовать эту валюту, чтобы управлять большинством больших и малых королевств. Люди в каждом регионе континента были взволнованы, все чудо-торговые центры были заполнены. Оно появилось. Чудо-шлем уже на полках. Раздались радостные возгласы из торгового центра «Чудо» в главном городе одной маленькой страны. 400-500 тысяч духовных шлемов чудо-города появились точно в срок по цене 20 исходных камней. Они были выставлены на продажу с ранжированными ставками. 20 исходных камней. Эта цена слишком высока. Когда обычные люди увидели самую низкую цену на чудо-шлем, они покачали головами и вздохнули. Эта цена не была большой в большом королевстве или империи, но в маленьком королевстве только большая благородная семья будет иметь богатство, чтобы купить шлем. Нормальным людям было бы трудно заработать такую сумму за всю свою жизнь. Согласно валюте страны Южного Лета, 20 исходных камней были целыми 20 миллионами золотых монет Южного Лета. Этого было достаточно, чтобы купить особняк в южном летнем имперском городе, а также несколько наложниц. Что ты думаешь? Что-то ценно, когда оно редкое. Весь континент пытается украсть чудо-шлем, так ли высока эта цена? Я думаю, что это слишком низко. Такие расходы в Большом Королевстве или Империи даже не стоили упоминания. Все хотят быстрее испытать этот духовный шлем, какая разница, если они потратят немного больше исходных камней? Аукцион начинается. Хотя они и не могли купить его, это не испортило всем удовольствие от просмотра. Когда вышло более 400 тысяч чудо-шлемов, на экране, специально предназначенном для отображения информации, появились сотни тысяч заявок. Их число росло с ужасающей скоростью, быстро достигая 200 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч, все были ошарашены. Может ли быть так, что многие люди ждали появления чудо-шлемов на рынке? Насколько популярны и любимы были эти чудо-шлемы? Быстро посмотри на первое место. Когда все увидели предложение, воздух как будто перестал течь. Казалось, все вокруг замерло, и слышно было только, как все глотают слюну. 20 тысяч исходных камней. Этот покупатель напрямую поднял самую низкую цену в 1000 раз. Это тот, кто был слишком ленив, чтобы присоединиться к аукциону, непосредственно бросая десятки тысяч исходных камней, чтобы просто ждать, пока шлем будет отправлен. Как это называется? Человек с деньгами. Доход этого города за месяц не мог достичь даже 20 тысяч исходных камней. Этот таинственный покупатель даже не удостоил меня взглядом, чтобы бросить 20 тысяч камней источников. Это был не просто один человек, потому что через несколько минут появилось несколько высоких цен. 30 тысяч, 20 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч. Все эти покупатели увеличили стартовую цену в 1000 раз. Покупатели, должно быть, были слишком ленивы, чтобы смотреть на рейтинги перед началом торгов, выбрасывая десятки тысяч исходных камней с закрытыми глазами. Они все равно получат шлем, им плевать на эти десятки тысяч. Все снова и снова аплодировали.
цена на шлем становилась все выше и выше. Из толпы раздался крик: «Отойдите, отойдите!». Все были немного ошеломлены, потому что это был никто иной, как их молодой городской лорд. Они увидели, как их молодой городской лорд нервно вошел внутрь, держа в руках эльфийскую банковскую карточку. Молодой городской лорд готовился принять участие в торгах за шлем, все открыли дорогу. Молодой городской лорд первым делом просмотрел рейтинг и обнаружил, что самая низкая цена — 36 исходных камней. Правило аукциона чудо-компании состояло в том, что каждый человек мог сделать ставку, и они будут иметь более высокий ранг, чем больше они предлагают. Через 3 дня будет рейтинг из 400 тысяч лучших. Если бы была ситуация, когда предлагалась та же самая цена, тот, кто сделал ставку первым, был бы помещен вперед. В конце концов, шлемы будут распределены на основе рейтинга. Поэтому, сделав ставку сначала, вы получите преимущество, но и поздние ставки тоже будут иметь преимущество. Конкуренция очень большая. Молодой городской лорд наблюдал, как информация продолжала меняться. На чудо-духовный шлем одновременно претендовали миллионы людей, и это число постоянно росло. Молодой городской лорд пребывал в нерешительности. Несколько роскошных конных экипажей остановились в это время, казалось, что богатые люди города присоединились к ним. «Молодой городской лорд, почему вы не делаете ставки?» Гражданин не мог не заговорить: «Будет слишком поздно, если вы не сделаете ставку сейчас». Молодой городской лорд смотрел на экран с покрытой потом головой. Хотя обычные ставки были не слишком высоки прямо сейчас, в соответствии с этой тенденцией, он скоро сломает 3 цифры, 225 исходных камней. Молодой городской лорд подумал об этом и смело дал этот номер. Окружающая толпа вскрикнула в шоке от этого. Это была просто покупка шлема, была ли необходимость в такой высокой цене? Не смотрите на эту цену свысока, я думаю, что она очень скоро вырастет. Молодой городской лорд уверенно сказал: вместо того, чтобы сражаться за низкую цену, лучше украсть возвышенность с высокой ценой. Даже если кто-то даст ту же цену, что и я в будущем, так как я сделал ставку первым, я поставлю место выше. Цена шлема продолжала расти. Весь аукцион длился 3 дня. За эти 3 дня произошло много нового. Например, некоторые люди из больших королевств или империй, поскольку в их районе не было торгового центра чуда, могли только переехать в небольшие страны, чтобы улучшить свои карты. Например, на континенте был парень, который использовал карту банка гигантского дракона, чтобы напрямую предложить миллион, мгновенно шокировав континент. Впоследствии говорили, что этот человек пришел с территории драконов. Возможно, они хотели использовать этот шанс, чтобы рекламировать гигантский драконий банк своей расы драконов. Короче говоря, в течение 3 дней шла сумасшедшая война за чудо-шлемы. Это позволило жителям континента увидеть, насколько богатые семьи и богатые люди. Духовный шлем с базовой ценой в 20 исходных камней, кто-то фактически использовал миллион исходных камней, чтобы украсть первое место. Независимо от того, какова была их цель, этот миллион исходных камней попал в карманы чудо-компании. Делать что-то подобное только для того, чтобы покрасоваться, это действительно было невероятно. Ну, конечно же. В конце концов, это было меньшинство. Большинство людей были достаточно рациональны. Когда аукцион, наконец, закончился, самая низкая цена была 225 исходных камней, примерно в 10 раз выше базовой цены. Это все еще было в области разумного. Я купил его. Молодой городской лорд обнаружил, что ему действительно повезло, он выбрал самую низкую цену. Поскольку он сделал свою ставку рано, согласно правилам торгового центра «Чудо», хотя десятки тысяч людей сделали ту же ставку, что и он, все они были помещены позади молодого городского лорда. В конце концов, большинство из них ничего не выиграли. Я выиграл очень много времени. Я выиграл большое время. Молодой городской лорд был вне себя от радости. На континенте было много мест, особенно в империях, где из-за отсутствия транспортного узла или торгового центра они не могли купить шлем, даже если бы у них были деньги. Если бы молодой городской лорд продал этот шлем, ему было бы нетрудно заработать в 10 раз больше, чем он вложил. Он мог просто купить его снова, когда шлемы снова поступят в продажу. Несмотря ни на что, молодой городской лорд теперь прославится в городе. Но вопрос, который волновал многих людей, заключался в том, сколько денег выиграла чудо-компания от этого аукциона. Глава 625. Бессмертные мудрецы. Вся эта чудесная коммерция была невероятно занята. Аукционная распродажа, хоть и длилась всего 3 коротких дня, не только принесла большой доход, но и создал ажиотаж, его обсуждал весь континент. Если бы был план рекламировать чудо-шлем, то создатель плана получил бы высшую похвалу.
Самое главное было то, что это была не просто реклама, они также получали прибыль. В день окончания аукциона все члены чудо-компании собрались в конференц-зале. Каждый человек молча ждал с выражением нетерпения на лице. В тот момент, когда аукцион закончился, суперумный мозг торгового центра вывел на экран данные. В коротком трехдневном аукционе шлемов приняли участие в общей сложности 12 миллионов 130 тысяч человек, причем количество заявок увеличилось до 49 миллионов 60 тысяч. Окончательная наивысшая ставка составляла 1 миллион исходных камней, было более 200 заявок, которые составляли более 100 тысяч исходных камней. Самая низкая цена была 225 исходных камней. На экране высветилась последняя гигантская сумма. Эти данные демонстрировали огромную финансовую разницу континента. Самые богатые могли запросто выбросить несколько сотен тысяч, а беднякам оставалось только в конце концов попытать счастье. В итоге общий объем продаж составил 400 миллионов 831 камень-источник, это составляло в среднем около 930 исходных камней на шлем. Когда появились эти данные, все зааплодировали. Это была не просто несравнимо большая сумма дохода для чудо-города, это еще и демонстрировало очарование и перспективы чудо-духовного шлема. 400 миллионов — это 400 миллионов. Это какая-то ошибка. После того, как отдел разработки чудо-шлема узнал об этом, они все были ошеломлены этим числом. Все потому, что они знали, что стоимость чудо-шлемов была очень низкой. Общая стоимость более чем 400 тысяч чудодейственных духовных шлемов составляла не более 2 миллионов. Превращение 2 миллионов материалов в продукцию стоимостью в 400 миллионов — это не просто получение прибыли, это просто превращение камня в золото. Не говоря уже о том, что чудо-город получили большой доход, это моментально помогло облегчить их стесненные финансы. На этот раз все сделали прекрасно. Чутянь встал и разразился бурными аплодисментами. Мы не только создали самый роскошный отель на континенте, мы также использовали этот шанс, чтобы взорвать шлемы и принесли большой доход чудо-городу. Я решил взять 10-ю часть этого, чтобы вознаградить всех бонусом. 10-я часть — это 40 миллионов исходных камней. Это был очень богатый бонус от сотрудников и исследователей, разработавших шлемы, таких как Мэн Ин и Цзиньло, до сотрудников торгового центра. Все они получили большое вознаграждение. Это было похоже на получение нескольких лет дохода для персонала. У Мэн Цинву были некоторые опасения по поводу того, что Чутянь был таким щедрым. В конце концов, чудо-город требовал большой суммы средств, и этот бонус был немного чрезмерным, но она знала, что за человек был Чутянь. Эти деньги были случайным счастьем, так что позволить ему отдать немного было небольшой проблемой. Мы должны транслировать наши достижения. 400 миллионов за 3 дня — это очень взрывоопасная тема. Мы можем использовать это для дальнейшего усиления влияния шлемов и повышения доверия наших партнеров, позволяя им увидеть потенциал шлемов. Мэн Цинву сказала это и слабо улыбнулась. Империи видели, как хороша продажа шлемов, поэтому их глаза должны быть красными от жадности. Даже если им придется обходиться без пищи и воды, они захотят сделать шлемы. Чем популярнее становились шлемы, тем значительнее это было для чудо-города. Докладываю городскому лорду. В это время суперумный мозг, отвечающий за чудо-город, заговорил: «Сэр городской лорд, из транспортной башни преисподней была послана группа нежити. Они говорят, что это ученые, посланные из моря преисподней. В настоящее время их охраняет наша армия. Городской лорд, пожалуйста, примите решение». Ученый Чутянь погладил его по голове. Он помнил, не так давно Чутянь получил подарок от короля преисподней. Он дал Чутяню 50 нежити-мудрецов, и теперь нежить была собрана. Чутянь немедленно направился к ним, чтобы поприветствовать. Одеяние этих немертвых можно было считать одинаковым. Там были духи, личи, скелеты, труп ведьмы. Короче говоря, все они были окружены мощной аурой смерти, которая очень мешала живым существам приблизиться к ним. Чутянь быстро вышел вперед: «Вы все должны быть мудрецы из моря преисподней». На континенте ученые звались так: ученый, великий ученый, сельский ученый, великий сельский ученый, мудрец и великий мудрец. Все думали о море преисподней как о месте, где правит нежить, но мало кто знал, что море преисподней — это место с самыми глубокими знаниями в определенных областях на континенте. Это было потому, что у нежити была почти безграничная жизнь. Нежить не получала удовольствия от вещей, которые делали другие. У нежити не было способа использовать травы, чтобы увеличить их культивацию. Поэтому наиболее высокоинтеллектуальная нежить выбрала путь обучения. Основываясь на том, что знал Чутянь, одной из важных причин, по которой люди могли подняться на континент, было то, что они получали знания от нежити. Это знание пришло из тысячелетних исследований нежити.
Люди использовали это море знаний в качестве базы, чтобы, наконец, создать технологию источника энергии. Мудрость нежити нельзя было недооценивать. Немертвые мудрецы были немертвыми, которые были вокруг в течение долгого времени. Чутянь знал, что биологически нежить может существовать вечно, не умирая, но нежить не была существом, которое действительно могло бы существовать вечно. Как и умный мозг города, Зеро, он был личом, но в течение долгого времени он не мог остановить свое сознание от угасания. Это была деградация разума, которой трудно было сопротивляться. Эти ребята смогли просуществовать так долго благодаря своим особым способностям. Подошла мертвая ведьма и сказала: «Король преисподней хотел, чтобы мы учились в чудо-городе. Следующие 5 лет мы будем находиться под властью городского лорда. Конечно, нам потребуется правильное лечение. Все необходимые материалы будут предоставлены чудо-городом». Считалось ли 5 лет долгим сроком для нежити, но 5 лет на самом деле были большим сроком для чутеня. Неважно, с какой целью царь преисподней послал этих 50 мудрецов в чудо-город, этих 5 лет было достаточно, чтобы они многое сделали для чутеня. Этого и следовало ожидать. В каких областях вы преуспеваете? Чутянь понимал, насколько ценны эти немертвые мудрецы. Некоторые из них преуспели в пространственных исследованиях, некоторые — в духовных, а некоторые — в изучении души. Были даже те, кто имел довольно большой опыт в экспериментировании. Была часть из них, которые были известны перед смертью и стали нежитью только для того, чтобы найти способ никогда не умирать. Хорошо, очень хорошо. Чудо-городу не хватало людей, и вы все пришли как раз вовремя. Я буду хорошо обращаться с вами. С этим союзом ученых на уровне мудрецов исследовательские способности чудо-компании значительно возросли. Из-за этого идеи и мысли чутеня стали еще более дикими.